Всем привет! Скелеты во втором полугодии были все разные, каждый со своим оружием и с разным строением, что круто. Но они все были довольно худоваты. Конечно, они же скелеты, но это вовсе не значит, что они должны быть бессмысленными и бесталанными воинами. Представляю вам черепного жнеца, ну или ядовитого жнеца, кому как больше нравится. Это небольшая модель, и прошу вас заметить, что это именно мое представление о том, как мог выглядеть набор, а не большая самодельная фигура, которую многие любят собирать. В самой модели всего 60 деталей, и она довольно проста, но при этом имеет свои особенности, например, ребра с обеих сторон, что делает модель более полной, асимметричные руки и ноги, чтобы подчеркнуть его разлагающуюся природу, загривок из щитка, большие когтистые стопы. Вооружен он может быть косой, либо вот таким вот секатором. Но оружие здесь не главное. Да, на нем я особо не заморачивался, поскольку оружие специфическая вещь, и каждый делает его на свой вкус, а многие даже тратят времени не меньше, чем на саму модель. В самой сборке нет ничего сложного. Руки, ноги, голова и торс с двух сторон. Конечно, пришлось пожертвовать механизмом, но если работать над моделью дольше, то и его удастся впихнуть. Руки очень просты. Сделаны из зеленых, светло-зеленых прозрачных деталей и из костей. А зеленые кулаки я позаимствовал у Бриз. Ноги не сильно отличаются, стопы одинаковые, с когтями, а по бокам и на пятках декоративные детальки. Хотя детали на пятках еще и помогают держать модель устойчиво, и я не знаю, почему в наборах Лего не делают так, а предлагают подставить какие-то невзрачные детальки. На правой ноге щитки, а на левой над костяной голенью расположен черепной паук, будто наколенник. Он очень хорошо держится на детали, позволяющие удлинять конечность, и может даже двигаться, совершенно не влияя на подвижность. Само тело – это простое сочетание двух деталей ребер с нагрудником и новой деталью, и деталькой для крепежа. Коса – это и вовсе простая комбинация палочек, держателей и деталей топора и меча, а вот секатор немного мудреный. Для него требуются детали, которые есть только в наборе Ануа, что, кстати, странно, почему только у него. Да и саму эту штуку можно улучшать. Но я решил не продолжать, потому что она и так стала довольно тяжелой, но в будущем попробую ее модернизировать. Как видите, жнец довольно простая модель, да и оружие у него не особо изощренное. Но, как мне кажется, такой воин выглядит более зловещим, чем скелеты в наборах. Да и к тому же он не самый крупный. Это лишь заготовка для будущих скелетов. Можно сказать, рядовой воин из какого-нибудь болота или другой отравленной местности. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. А также не забывайте посмотреть на другие мои самоделки и оценить их. А если можете сделать лучше, то вступайте в группу ВКонтакте. Выкладывайте там свои работы, с удовольствием посмотрю. Всем удачи и пока!